Здравствуйте! Сегодня будет видео 2 в одном, где я покажу уникальный просто способ посадки орхидеи и покажу уникальное, просто потрясающее волшебное удобрение, которое помогает стимулировать рост корневой системы, позволяет стимулировать рост самой листовой массы, у вас начнут появляться новые листики, и, конечно, всем нам интересно, чтобы наша орхидейка красиво, пышно цвела и не просто выпускала новые цветоносы, а делала это как можно чаще и выпускала боковые цветоносики. Посмотрите на мои орхидейки, я их постоянно подкармливаю, даже цветущие орхидеи необходимо постоянно кормить. Чтобы орхидея выпустила как можно больше цветоносов, ее необходимо кормить. Без подкормок нужен стресс. Но я вам уже говорила о том, что даже если создать стресс орхидеям, то она не выпускает много цветоносов. Чтобы выпустить именно большое количество цветоносов, надо соблюсти ряд правил. Сегодня я вам покажу интересную пересадку, оптовую такую. Мне она очень понравилась. Я смотрела недавно, была в гостях, и там стояли такие горшочки, и орхидеи стояли в большом объеме, их было несколько штук. И знаете, как потрясающе они цвели. Я выбрала мини-орхидеи, совсем маленькие крошки, которые не больше 25-30 сантиметров в саду. И выбрала вот такие вот горшочки. Нашла вот в садовом магазине. Они мне очень понравились. Сами горшочки на 3 литра. Прозрачные, специально были созданы для орхидеи. Вот. Итак, готовим грунт. Всегда советую использовать грунт, который подходит для орхидей. То есть грунт, который как бы универсальный, то есть он подходит для всех. Берем кору сосны. Я добавила уголь древесный. Вы можете взять любой, можно мелкий, можно крупной фракции, обязательно перемешайте. Зачем мы добавляем уголь? Для того, чтобы создать бактериальный эффект, бактерицидный, чтобы орхидея наша не гнила. Также я добавляю немного керамзита, он позволяет делать грунт более, как бы вам сказать, дышащим, то есть чтобы дышал, да. Например, кора сосны, она намокает, становится влажной, а керамзит, он никогда не намокает, он, не держит, просто создает такой вот воздушный карман между корой сосны и мхом. То есть, по сути, мы добавляем всего 4 ингредиента всегда в грунт, то есть это универсальное такое правило. Если ваши орхидеи гниют, я вам советую использовать всегда вот именно вот такой вот грунт, то есть кора сосны, керамзит, мох сфагнум и древесный уголь. Древесный уголь можно взять мелкой фракции, можно взять крупной фракции, как, например, учтите, что если поливать какой-то кислой водой, подкисленной, то уголь, он растворяется в воде, то есть преобразуется. Все обязательно перемешивайте. Хочу сказать для новичков, я уже об этом много-много раз говорила, что в чистом керамзите никогда не выращивайте. И если вы новичок, никогда не экспериментируйте с грунтом. И если вам хочется, например, вы уже годик, второй выращиваете орхидеи, у вас все отлично растет, но вы хотите попробовать какую-то новую систему, которую предлагает блогер. Я вот, например, предлагала циолит, смешивала циолит с керамзитом. Но я заметила, что не всем орхидеям нравится такой грунт. Иногда, как бы сказать, маленькие орхидеи, они не могут жить в таком. То есть, если небольшая корневая система, то такой грунт не подходит просто для малышей, для мелких орхидей. А вот если орхидея крупная, то она очень хорошо даже держит в циолите. И тут надо такой момент тоже не заливать. Имейте это в виду. Итак, мы выбрали орхидеи. Это совсем мини-мини орхидеи. Тут 2 сорта Вивьен. Вот я в руках держу, это Вивьен. А там стоит Моко. И мы туда добавим Дасти Бель. Сортовые все. Тут меня спрашивали часто в комментариях, где я покупаю орхидеи. Я раньше покупала их на Авито, но они там очень дорогие. Например, вот эти орхидеи, вот Дасти Белл, она была куплена в размере совсем маленькая, мелкая, прям микро-микро. То есть весной я их покупала в прошлом году, то есть ему уже год.
и она совсем мелочь была. То есть, и они при этом стоили около 3000, очень дорогущие. А потом, знаете, летом я зашла на наши маркетплейсы, на Wildberries, на Озон, и там поставщики, которые перевозят из Таиланда, с Азии, орхидеи, и там вполне доступные цены. То есть можно было орхидею такой вот маленькой, вот такого же размера, да, стебель купить за 800 рублей, ну, максимум 1000. То есть это недорого. Но вот когда потеплеет у нас, можно уже орхидеи покупать. И когда вы покупаете орхидеи, всегда читайте отзывы, что приходит в итоге. Потому что некоторые продавцы, они заливают орхидеи, чтобы вот орхидея нормально росла, перенесла транспортировку. Надо обращать на то внимание, насколько бережно продавец упаковывает эту орхидею. То есть у меня был такой момент, я заказывала на Озоне, и мне орхидея шла 16 дней. Ну, то есть там не сама служба доставки Озон доставляет, а почтой они отправляют орхидеи. И так получилось, что она застряла в Москве и долго шла до Сибири, как будто пешком, не знаю, шла. Прям сначала доехала до Москвы, потом неделю ехала еще до Новосибирска, потом с Новосибирска в Кемерово, в общем. Ну вот черепашьими такими шагами, ну вы знаете, как почта бывает. Но тем не менее, знаете, орхидея пришла в отличном состоянии. И смотрите, такая посадка, она позволяет вам легко ухаживать за орхидеями. Такой грунт, он дышит хорошо. Плюс там есть поддон внизу у этого горшка. Сразу скажу, что я покупала этот горшок в садовом магазине, то есть не где-то онлайн. Была он в Новосибирске, зашла в хозяйственный магазин, и там было очень много горшков всяких, грунтов, в общем, чего там только не было. Можно и мох с фагном было купить. Вот интересный такой магазин, когда ты заходишь в магазин, да, и проводишь там целый час времени между этими удобрениями, горшками, грунтами, семенами, и выбираешь себе что-то интересное. Ну, вот, в общем, я вот так вот зашла и вышла с этими горшками. Очень, кстати, удобные, они мне понравились. Я вообще люблю оптовые посадки, если вы заметили, на моем канале очень много растений, где я выращиваю в оптовых посадках. Но надо подбирать правильный горшок. То есть, если мы берем горшок для орхидеи, то он должен быть прозрачный. И, ну, как бы поддон там должен тоже быть, для того, чтобы растение, вода стекалась именно в поддон. Именно вся суть вот этого горшка в том, что вода стекается в поддон, и она испаряется, и корни тем самым питаются, и не надо часто поливать горшок. Если растение маленькое, мы сажаем его в маленький горшок, и маленький горшок надо поливать очень часто, как правило, 1 раз в 4 дней. Вот у меня есть маленькие горшочки, я их часто поливаю. А большие горшки я поливаю раз в 2 недели. То есть там вода настолько медленно испаряется, что не требует такого частого полива. И поэтому я решила вот этих микроорхидей посадить в горшок побольше, для того, чтобы реже поливать. Чтобы воды было побольше. Можно было бы, конечно, в горшок побольше посадить, но они маленькие, и горшок смысла в большой садить нет. Но за ними нужен большой уход. То есть, если большая орхидея, она требует меньшего ухода. А если маленькая орхидея, она требует к себе больше внимания, то есть чаще уход, чаще полив. И когда много дома цветов, это довольно сложно сделать, поэтому я, как правило, у меня сейчас 5 стеллажей, и вот, например, в понедельник я занимаюсь только одним стеллажом, во вторник я занимаюсь вторым стеллажом, а в среду у меня 3-й стеллаж, в четверг 4-й стеллаж, в пятницу 5-й стеллаж, да, в выходные я отдыхаю. И так каждый день у меня получается раз в неделю я проверяю все свои стеллажи для того, чтобы они нормально существовали. Смотрите, какая чудесная посадка у нас получилась. У меня на самом деле сейчас много орхидей, очень маленьких. Я покупала совсем микроскопические, и некоторые из них уже процвели. Некоторых я сразу срезала цветоносы для того, чтобы, ну, как бы, моя цель была, чтобы они еще и наросли. То есть листовая масса, корневая масса. Когда корней нету, она цветет. Это, собственно, очень плохо. Итак, сейчас будем делать удобрение, такое, знаете, волшебное, уникальное, которое помогает растениям быстрее адаптироваться. Причем оно натуральное. Это кофе.
молотый кофе. То есть вы можете взять не просто молотый, можете взять кофейные зерна и размолоть их в порошок. А я вот покупаю уже, то есть это не растворимый кофе, а просто молотый, то есть крупинки кофе. Почему именно кофе? Я залила, кстати, теплой водой, примерно 45 градусов. То есть вода как бы не горячая, можно руку, палец добавить, но при этом не холодная. Это помогает заварить кофе и отдать все питательные вещества, потому что в кофе есть витамины. Самое главное, там есть витамин В1, В2, который помогает как раз цветам хорошо расти и выпускать цветоносы. Также в кофе есть алкалоиды, фенольные соединения, белки, сахар, полисахариды, органические кислоты, липиды, минералы, аминокислоты. Ну вот самое важное, там есть небольшое содержание аминокислот, которое помогает растениям усваивать все питательные вещества, да и в целом адаптироваться к любым неблагоприятным условиям, например, к пересадке. Мы же там достали, тормошили корни. И вот, смотрите. Также тут есть целлюлоза, сахароза, пектин. Очень, кстати, много калия, фосфора, магния, кальция, железа. Но это имеется в виду на 100 грамм. А в целом для растений такое количество вполне доступно. Итак, кофе мы залили теплой водой 45 градусов. Дали постоять где-то часок. И 1 столовая ложка нам надо было на литр. Мы залили водой где-то миллилитров 300, горяченькой такой. И теперь доводим до 1 литра. То есть вся подкормка у нас получилась 1 литр. То есть 1 столовая ложка на 1 литр. Больше я ничего не добавляла. И проливаем наше растение. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы растение быстро адаптировалось у нас к пересадке, к новым условиям. Так как горшки большие, мне придется поставить их на другой стеллаж, где высота будет побольше, где места будет побольше и где растениям намного будет приятней. Поэтому они еще будут адаптироваться к новому климату. Потому что где они стояли, там достаточно жарко, сухо. И очень мощные лампы стояли для того, чтобы они лучше росли, да. Тем не менее, кто-то говорит о том, что достаточно подсветки и растения моментально быстро растут. Это неправда. Они стояли под лампами 100 Вт, и там у них было всего 70 сантиметров, и вот такая большая вот подсветка. Но они все равно быстро не росли. А если я их не кормила, они вообще не росли. Поэтому тут важно соблюдать баланс кормления, света и, я бы сказала, влажности. Там из-за того, что лампы стояли мощные, было достаточно жарко. И пришлось регулировать некоторые орхидеи. Не очень перенесли, они начали листья у них отекать. Пришлось некоторые сорта убрать. И также давайте опрыскаем этим же раствором, потому что, листики мы сейчас помоем с вами. Я, когда опрыскиваю, я не просто вот беру для влажности, потому что у меня увлажнители стоят возле орхидей, и я использую опрыскивание, как помыть орхидейку. То есть я редко это делаю. Дома оседает пыль. Чтобы листики у нас хорошо дышали, их надо иногда протирать водичкой. И лучше всего это делать с каким-нибудь удобрением. То есть вы сейчас побрызгали, пусть минут 5 постоит вся эта система, а затем возьмите влажный диск и уберите излишек воды. Вот. Такую систему можно поливать раз в 2 недели. Вообще лучше, конечно, приспособиться. Микроклимат у нас в квартирах у всех разный. У кого-то очень сухо, у кого-то средне сухо, да, у кого-то очень влажно. Имейте это в виду. И чем я обычно поливаю, когда у меня целиком испаряется вода из горшка, и добавляю новую воду. Вот так вот. И обязательно протирайте листики, потому что когда дома очень сухо, на листьях скапливается много пыли, оседает. Вот у меня стоят очистители воздуха, а у меня пыли, не скажу, что ее нет, да, все равно она оседает. Ее стало намного меньше. Очистители воздуха я поставила только из-за того, что много растений. И запах стоял. А это помогает убирать излишки вот как раз запаха, излишек пыли. И помогает лучше растениям дышать. Вот так вот, даже если вы заметите. И плюс я живу в шахтерском городе, у нас тут оседает очень много угольной пыли.
Тут все в этой пыли. Поэтому приходится и чистить и воздух, и мыть постоянно все, чтобы растениям тоже дышалось хорошо. То есть они же чувствуют, что на них падает пыль, а они плохо начинают дышать. Поэтому, конечно, их лучше протирать. По поводу подкормки. Такую подкормку можно носить в каждый полив. Можно раз в месяц поливать. Смотреть уже по состоянию. Если растения медленно растут, то можно почаще это делать. Ну, как почаще. В каждый полив. А если нет, то через полив. А если просто хотите подпитать определенными витаминами, аминокислотами, то вы можете сделать это, конечно, всего один раз. Смотрите, какая интересная посадка у нас получилась. Очень эффективная, рабочая, которая 100% работает. Она мне нравится. Я вам рекомендую обязательно попробовать. Именно благодаря этой подкормке я говорю, что появится мощная корневая система, потому что аминокислоты, кальций, фосфор стимулируют рост корневой системы. Орхидея на них тоже реагирует. Также дополнительные витамины, они стимулируют рост цветоносов. Смотрите, какая хорошая, мощная корневая система. Кстати, вы видите посадку в циолит. И растение тут разветвилось. Большая, огромная орхидея. Моя еще совсем старая, ей как раз лет 15 есть, и она до сих пор после омоложения так выглядит. Но это мои, не скажу, что новые. Этой орхидеи розовой ей лет 5, может 6. Остальные тут сложно сказать, пока не цветут. Мне не подписаны, поэтому я как-то не помню. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена. Кстати, эта орхидея, бабочка была перед желтой. Пока-пока.